Всем привет! С вами снова канал Напряги Извилины. И сегодня мы рассмотрим 5 очередных загадок. И первая загадка будет шахматная задачка. И условия задачки следующие. На обычной шахматной доске стоит белый король на поле А1 и черный король на поле d4. И задача такая. Добавьте две белые ладьи и белого коня так, чтобы черный король оказался замотован. Подумайте, можете поставить видео на паузу. Ну а мы переходим к загадке номер 2. Перед вами картинки. Кровать, скамейка, кресло, диван. И вопрос на вторую загадку следующий. Какая из этих картинок лишняя? Ну а мы переходим к третьей загадке. И условия загадки следующие. Продавец продает шапку. Стоит шапка 10 рублей. Подходит покупатель, мерит и согласен взять ее. Но у него есть только 25 рублей. Тогда продавец отсылает мальчика, помощник его, с этими 25 рублями к соседке разменять. Мальчик прибегает и отдает продавцу 25 рублей с следующими купюрами. 10 рублей, еще 10 рублей и 5 рублей. Продавец отдает шапку и сдачу в 15 рублей покупателю. Но через какое-то время приходит соседка и говорит, что 25 рублей фальшивые, и требует отдать ей деньги. Что делать? Продавец тогда залезает в кассу и возвращает ей ее деньги, 25 рублей. И вопрос такой, насколько обманули продавца? И мы переходим к четвертой загадке. И здесь ситуация следующая. Темной ночью мальчик гулял по лесу и наткнулся на заброшенный дом. Он открыл дверь и вошел в него. Мальчик нажал на выключатель, чтобы включить свет, но ничего не вышло, потому что в доме давно никто не жил, и там не было электричества. В этот момент дверь захлопнулась, и мальчик услышал зловещий голос, который сказал: «Ты можешь выбраться отсюда только через одну из 3 дверей. За первой дверью ждут тебя сотни ядовитых змей, которые набросятся на тебя, как только ты войдешь. За второй дверью стоит электрический стул и палач. Он посадит тебя на стул, и ты будешь жариться на нем не менее 5 минут. За третьей дверью ждет тебя пропасть глубиной в километр». И вопрос, какую дверь выбрать мальчику, чтобы выжить и выбраться из этого дома? Подумайте. А мы переходим к пятой загадке. Загадка будет со спичками. И здесь ситуация следующая. Жил-был богатый великий король, у которого было много золота. И свои слитки золота он сложил в сокровищницу, вот таким образом, по 7 штук в ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, это вот такой первый ряд. Второй ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И третий ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот таким образом и вот таким образом. Ну и поставил охранять свои слитки золота 2 стражников. Ну, через некоторое время стражники между собой сговорились и решили украсть по одному слитку золота. Но когда вернулся король, он решил проверить, все ли его золото на месте. И пришел, пересчитал все 3 ряда
и не обнаружил никакой пропажи. Как же так получилось? А точнее, что же сделали, как же стражники украли 2 слитка золота, и таким образом, чтобы король не догадался. Он пересчитал все 3 ряда, и все было точно так, как изначально он спланировал, то есть по 7 штук в ряд. И ответ на первую шахматную задачку. Первая белая ладья должна встать на поле d5, вторая белая ладья на поле d3, а белый конь встает на поле d2. И таким образом черный король замотован. И ответ на вторую загадку. Ну, напомню, да, у нас есть картинки. Кровать, скамейка, кресло и диван. И какая из этих картинок лишняя? Лишняя скамейка, так как она ставится на улице, в отличие от остальных предметов мебели. И мы переходим к третьей загадке. Значит, продавец продает шапку, стоит она 10 рублей. Подходит покупатель, меряет и согласен взять шапку, но у него есть только 25 рублей. Продавец отсылает мальчика с этими 25 рублями к соседке разменять. Мальчик прибегает и отдает ему 10 рублей, еще 10 рублей и 5 рублей. Продавец отдает шапку и сдачу в 15 рублей. Через какое-то время приходит соседка и говорит, что 25 рублей фальшивые. И требует отдать ей деньги. Продавец лезет в кассу и возвращает ей 25 рублей. Насколько обманули продавца? Давайте рассуждать. Соседка в итоге осталась при своих деньгах, так как 25 рублей отдала в размен, а потом 25 рублей забрала у продавца. То есть ее можно вообще не учитывать. А покупатель ушел с шапкой за 10 рублей и 15 рублей сдачи получил. Тогда так и получается, убыток продавца составил как раз 25 рублей. То есть это сдача в 15 рублей и шапка, которая стоит 10 рублей. Вот такой вот ответ. И четвертая загадка. Напомню условия. Темной ночью мальчик гулял по лесу и наткнулся на заброшенный дом. Он открыл дверь и вошел в него. Мальчик нажал на выключатель, чтобы включить свет, но ничего не вышло, потому что в доме давным-давно никто не жил, и там не было электричества. В этот момент дверь захлопнулась, и мальчик услышал зловещий голос, который сказал: «Ты сможешь выбраться отсюда только через одну из 3 дверей. За первой дверью ждут тебя сотни ядовитых змей, которые набросятся на тебя, как только ты войдешь. За второй дверью стоит электрический стул и палач. Он посадит тебя на стул, и ты будешь жариться на нем 5 минут. За третьей дверью ждет тебя пропасть глубиной в километр». И вопрос: какую дверь выбрать мальчику, чтобы выжить и выбраться из этого дома? Мальчику надо выбрать вторую дверь, ведь, как сказано в условии загадки, в доме нет электричества, поэтому электрический стул мальчику совсем не страшен. Вот такая вот загадка. И последняя, 5-я загадка про богатого короля. Да, то есть у короля было много золота. Он сложил все слитки золота таким образом, что в каждом ряду было по 7 штук. Да? Но хитрые стражники украли по слитку золота. Но когда пришел король на проверку, он пересчитал все 3 ряда и не обнаружил пропажи. Соответственно, в каждом ряду было
при проверке по 7 слитков золота. А ответ такой, да, вот стражники украли каждый по одному слитку золота, раз и два. И чтобы король не заметил пропажи, они вот этот слиток золота переложили вот сюда. И таким образом король пришел проверять, пересчитал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Правильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Правильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тоже правильно. И вот таким образом он не обнаружил пропажи. А на сегодня это все. Всем большое спасибо. Ставьте лайк этому видео. Кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь. Пока-пока.